Здравствуйте, меня зовут Револьт Пименов, я продолжаю рассказ об эстетической геометрии. В первых двух уроках я говорил об общих идеях и общих принципах, играющих важнейшую роль в эстетической геометрии. Но математика состоит не столько из общих идей и общих принципов, это, можно сказать, ее дух, но кости математики – это теоремы. Теоремы и доказательства их – вот основное содержание математической книги, математической статьи. И теперь у нас на очереди именно теоремы. Две теоремы о 6 точках. Подбирая материалы к третьему уроку, я понял, все, что я хочу рассказать сейчас о 4 взаимокасающихся окружностях и 6 точках их касания, не влезет в один небольшой ролик. Поэтому третий урок я разбил на несколько частей. И сегодня у нас будет часть первая. Первая теорема о 6 точках касания 4 окружностей. Перед нами 3 окружности, все они касаются друг друга. Многие в детстве пытались втиснуть между ними 4-ю, так чтобы она тоже касалась всех 3. Мы дали окружностям имена, и вот видим эту 4-ю окружность. Мы получили 6 точек касания. Что точек касания именно 6, можно понять, просто пересчитав их, сколько их на чертеже. А можно вычислить это число 6. Проведем это вычисление. У нас всего 4 окружности. Каждая окружность касается 3 других. Значит, всего у нас 4 умножить на 3 точек касания. 12 точек касания. Мы же видим, что их 6, а не 12. В чем же дело? Дело в том, что каждая точка касания при таком подсчете считается дважды. Точка касания между B и C считается первый раз, когда мы подсчитываем число точек касания с B, а второй раз, когда мы подсчитываем число точек касания с C. Поэтому 12 нужно поделить пополам. Только тогда каждая точка касания будет посчитана один раз. 12 пополам – это 6. Все сошлось. Наши 6 точек касания надо как-то назвать. Мы будем называть их не одной буквой, как делали раньше, а 2. Точку касания А с Б мы назовем АБ, точку касания Б с Д мы назовем БД и так далее. Посмотрим теперь на окружность А внимательней. На ней лежат 3 точки, а 3 точки из 6 рассматриваемых не лежат на А. А что будет, если мы проведем окружность через 3 точки, не лежащие на А? Затем сделаем то же самое для окружности Б. Проведем окружность через 3 точки, не лежащие на Б. То же самое с окружностью С. 3 точки, окружность через 3 точки, не лежащие на Б. Ну и, наконец, окружность через 3 точки, не лежащие на D. Что же у нас получится? Давайте посмотрим. Получатся какие-то 4 новые окружности. Удивительно, 4 новые окружности, на чертеже это розовые окружности, проведенные по тем же самым 6 точкам, но иначе сгруппированным, снова касаются между собой. Мы этого не могли ожидать, но это факт. Оказывается, и это утверждает первая теорема о 6 точках, что 4 построенные описанным образом окружности всегда будут касаться между собой. Дадим этим окружностям имена. Окружность, которая проходит через 3 точки, не лежащие на А, мы назовем А'. Окружность, проходящую через 3 точки, не лежащие на Б, мы назовем Б'. Окружность, проходящую через 3 точки, не лежащую на С, мы назовем С'. И, наконец,
вы ни за что не догадаетесь, окружность, проходящую через три точки, не лежащую на D, мы назовем T'. Мы удалили загромождающий рисунок обозначения точек. У нас остались на рисунке 4 касающиеся друг друга голубые окружности и 4, проходящие через те же точки, розовые окружности, также касающиеся друг друга. Обратим внимание, что окружность D' касается окружностей А', Б', С' извне, охватывает их как лассо. А связанная с ней голубая окружность D касается окружностей А, Б, С. Мы видим, что для окружности А, Б, С могла бы быть окружность, касающаяся их, охватывающая их извне, как лассо. Обратим внимание еще на то, что если теперь для окружностей D', А', Б', С' мы выполнили бы построение, которое только что провели, мы бы получили в результате те самые исходные окружности А, Б, С, Д. Поглядим на этот рисунок и полюбуемся чудом. Для произвольных, касающихся окружностей А, Б, С, Д, розовые окружности, построенные описанным выше способом, всегда будут касаться друг друга. На следующем кадре вы увидите формулировку теоремы. Пожалуйста, прочитайте ее, а я отдохну и помолчу. На этом рисунке я постарался изобразить все 8 кругов, о которых шла речь. 4 взаимокасающихся круга, поглядите, 3 больших и 1 маленький, который касается их извне, и 4 круга, построенных, как было описано, по точкам касания первых 4. Присмотритесь, вы сможете увидеть эти круги. На них создаются вырезы, и эти вырезы, эти арочные фигуры мне очень нравятся. Геометрия окружности занимает особое место во всей геометрии. Иллюстрации к ней часто бывают очень привлекательны, очень красивы. Поэтому-то я и называю ее эстетической геометрией. В следующей части 3-го урока я расскажу о том, как же построить 4 взаимокасающиеся окружности.